Мы идем на УЗИ смотреть нашего малыша. Он же вот такой вырос, наверное, там. А я уже волнуюсь, я уже теряюсь. Если бы не ты, я уже бы остановилась бы и плакала. Я же хотела, чтобы ты со мной шел на эти процедуры. То, что мне там давление меряют, вес, измеряют, кровь берут каждый раз. Малышка, Да, Зай. куда ты одеваешься? Мы идем на УЗИ смотреть нашего малыша. Мы уже соскучились, время пришло. Мы уже так ждали, вы Все не бумажки представляете. взяли. Ждали весь день, дождемся просто. Мы двигаемся к врачу на осмотр Танюшки и посмотрим еще разочек на нашего малыша. Если мы успеем, я прошу Копчика, чтобы чуть-чуть быстренько экранчик снял, что там в пузике происходит. Если успеем, вам покажем. А мы идем чудика нашего смотреть. Только что я говорю, он же вот такой вырос, наверное, там О, сидит. холодно, надо одеться, Да, тепло. сидит там, говорит: мамуль, папуль, привет, я уже скоро вылезу к вам, приду, буду вам говорить привет каждое утро. Волнуешься? Да, Волнуешься? волнуюсь. Я каждый раз волнуюсь. Во-первых, это сложно, что все на чужом языке. Ой, я думала, что да, я уже волнуюсь, я уже теряюсь. Если бы не ты, я уже бы остановилась бы и плакала. Я ничего не понимаю, а Копчик-то, конечно, молодец, разговаривает там и с медсестрами, которые все оформляют, и с врачом. А я дундук, я там боюсь людей Ты просто. не дундук, не говори так. Нет? Ну хорошо. В общем, я там переживаю, боюсь и хочу тебя попросить, чтобы когда меня забирают медсестрички, вот брать кровь, там давление мерять и все это брать, то ты идешь со мной, хорошо? Попробую, если мне позволит. Ура, позволят тебе все, ты мой муденька, ты везде ходишь со мной. Ну хорошо, попробуем. Все, дошли, заходим. И идем смотреть нашего малыша. Ты что, уже сходила к врачу и вышла? Я уже везде сходила, и я же хотела, чтобы ты со мной шел на эти процедуры, то, что мне там давление меряют, вес, измеряют, кровь берут каждый раз. Но я вышла с туалета, она меня переловила, я говорю: нет, 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 мне нужен мой муж. Она: иди сюда, иди сюда. Но Не сегодня, получилось. да, не получилось у меня с тобой. Но сегодня кровь не взяла, давление померила, сказала, что нормально. Взвесила? Взвесила. И я тебе хочу сказать, что у меня в прошлый раз вес был на 500 грамм больше, чем сейчас. Ты начала меньше кушать, значит. Это вообще реально? Я думала, я там расту. Но Ты я, конечно, не растешь. хочу поправляться как слон. Я стараюсь так. Вот, а Копчик свидетель, не смейся мне тут. Скажи, я по вечерам не кушаю сладкого, хоть и хочу. Но я кушаю, а она старается не есть. Что правда, то правда. Не могу тут прикольнуться и сказать, что она кушает все. Я кушаю больше, чем она. Наверное, я тоже жду ребенка. Я тоже готовлюсь. И, кстати, сейчас, так как мы начали жить отдельно, мы перешли более на свое такое чуть-чуть хотя бы правильное Не питание. чуть-чуть, нормально, Да, правильное нормально. питание. И так я себя хорошо чувствую. Мы, конечно, не без грешка, мы там съедаем кое-что порой, но все равно я себя чувствую классно и я очень довольна. Советую вам тоже переходить на правильное питание. Будете чувствовать вас однозначно лучше, легко, непринужденно и кайфово. Я хочу спросить, это нормально, что я не набрала вес там за какой-то период времени, как вы считаете? Я считаю, если ты на правильном питании, то это вполне нормально. Да? Ну хорошо. Ну что там, ребенок набирает пару граммов, то ты там Ну да. сверху набираешь 5 килограмм. 5-10 килограмм. Так что нормально Ну, вполне. да. Еще девочки, женщины, поделитесь, пожалуйста, кто сколько набрал во время беременности. За весь период? Да, за весь период. Потому что я читаю в интернете информацию, там до 8 килограмм набирают. Мне кажется, это нереально. До 8, потому что, я не знаю, я уже, наверное, 5 набрала. Уже плюс 8 набрала. Да. А кто-то там пишет там до 30, понятно, А что это сейчас у тебя очень какой много. плюс в итоге? Сколько ты набрала? За всю беременность? Да, Да начало. я не знаю.
Ну, честно, я не знаю, я тогда постилась, и я сюда приехала, я здесь очень поправилась. Я вообще не знаю, какой у меня был вес. Хорошо, не волнуйся, все хорошо. И я не и считаю, что мы не поняли, когда мы забеременели, так что вот так вот. Я не знаю, сколько я набрала. Хорошо, Ну, молодец. явно больше, чем была. Oh, so big. Yes. So there's the Hauptbühne. Вы вообще это видели? Все-таки Танюшки взяли чуть-чуть кроешка, потому что там еще какие-то анализы надо сдать, нам дали витаминки. Нам показали даже малыша, вы ее видели уже, как он там чик-чик-чик, и он там уже сердце бьется. А ручки, ножки, ты все видел? Это ручек, ножек еще. Есть, я видела, я тебе говорю, я все сняла, я буду сейчас пересматривать. Он такой масюсечка, мне кажется, он прям смотрел оттуда на нас, такой говорил: мамуся, папуся, привет! Кстати, доктор у меня спрашивал, говорит: вы хотите знать пол ребенка? Я говорю: нет. Он мне сказал: каждый раз, пожалуйста, когда будете ходить, скажите, чтобы я вам случайно не сказал: поздравляю вас, мальчик или девочка. Так что обязательно каждый раз, когда будем ходить, нужно напоминать ему, чтобы он не сказал нам пол ребенка. А я понимала, что что-то там за пол ребенка он говорит, но не поняла, что. Я поняла, куча что ты- витаминов еще и. Да, я поняла, что ты сказал: нет, мы хотим, пусть это для нас будет сюрприз, нам не важно, кто там, но что там вы договорились. А я видела такого пусика, мусика. Такая говоришь, как будто до этого ты не видела. Просто он такой большой, вы знаете, он на этом экране, такое ощущение, что, ну, что он вот такой уже ребеночек, просто, что он уже Там, завтра если я будет. не ошибаюсь, 14 сантиметров было. Да, ну, это, наверное, как-то что-то мы ошибаемся, потому что это в плаценте или в чем-то там уже во всем. Он не может быть такой большой, 14 сантиметров. Зая, Это я так думаю. Мы на радостях идем домой, радуемся, Не беги, сейчас не будем беги, это всё, обсуждать, говорить, обниматься, не знаю. Не знаю, кстати, ты меня не обнял, как обычно. Что? Ну то, как обычно. Радостные моменты нужно сделать обнимашки. Обнимашки сделали. Малыш, ура. Все, рада? Да. Ура. Пришли с больницы. Танюшка спала, сейчас проснулась. Потому что я прошлую ночь вообще не спала, тут 4:30. Она каждый день так говорит, но она спит все время. И я считаю, это нормально, ничего страшного нету, пусть себе спокойно спит. А я вместо того, чтобы пойти куда-то по делам, например, на тренировочку, сидел и не двигался, не цыпался, не рыпался, чтобы она выспалась. В итоге она проснулась от чего? От стука твоих наушников. Или от чего? От стука наушников. Как они стучат? Ты вот так берешь рукой и играешься. Я не знаю, где они сейчас, я бы сейчас показала. Как играю? Что я делаю? Открываю, закрываю? Да, открываешь. Нет, я не открывал, закрывал. Ак. Танюша, я же играл ими. Я же знаю, что я не открывал и закрывал. Что ты придумываешь и рассказываешь зрителям? Я тебя не обвиняю, я говорю факты. Спала себе, уже выспалась, хотела проснуться, и меня сейчас делаешь обвиняемым. Что с тобой? Больше Ну, часа разбудил спала. и разбудил. Больше часа. Да я не говорю, что разбудил и разбудил. Ты просто говоришь: ты меня разбудил. Потому что ты меня разбудил. Мне ворик, может, маленький снился, такой там ручки, ножки есть. А Кстати, коп говорит, что ручек, ножек нет. А я там Кстати, видела. да, я говорю, что на этом мониторе, где мы смотрели ребенка, там не было ручек, ножек, а она говорит, там было. Посмотрите внимательно, пожалуйста, там видны ручки, ножки ребенка или нет? Да, конечно, видны. Сразу формируются и ручки, и ножки. Ну ты что? Видно, там уже он вот так вот даже двигал там ручками и ножками. Танцевал уже. А что врач меня уже спросил, вы чувствуете ребенка? Так он хотел понять, ты того или не того. А ты говоришь, да, я чувствую.
Но врач понял, что ты того, ему, хорошо, все понятно с тобой. Ой, нет. Да. Рассказывай, как прошел посещение в больницу и как ты вообще это увидела ребенка, Настя, в очередной раз этого малыша увидела, ты там услышала, как сердце бьется и как тебе вообще, ты хорошо себя чувствуешь после этого? Я вообще-то там видела уже ручки, ножки, головку, я чуть ли не пипитку видела, там уже полностью сформированный малыш, холосый такой же, говорит: мамуся, привет, ты меня видишь? А так вообще, если серьезно, Серьезно? если быть серьезной, А ты давай серьезно. то я вам не могу передать эти эмоции, эти ощущения. Ты, конечно, и так это все уже, слава богу, видишь, ты чувствуешь, там Ты понимаешь даже. понимаешь уже, что в тебе растет маленькое чудо, что ты носишь человечка маленького там, Долгожданного. такого долгожданного, просто как никогда ни у кого. Но все равно, когда ты идешь и его видишь своими глазами, вы не представляете, это какие-то такие, у меня там такие мурашки по коже, я на себя, на окопа, на экран, я не знаю, что делать, это вот такое просто происходит там, да? Да! Я даже не смотрю на то, что я вообще не понимаю, что говорит доктор, вообще у меня там отключается мозг, у меня и так он не особо сейчас включен, если честно. Ты рада? Я рада до небес и обратно, и так 1000 раз просто я рада. Я очень рад. В принципе, я всегда был рад. А сейчас 2-3 раза был рад, когда доктор сказал, что с Танюшкой все хорошо, что с малышом все хорошо. Это дополнительную энергию какую-то дает, потому что ты и так видишь, что с Танюшкой все хорошо. Ты понимаешь, что с ребенком тоже хорошо, но когда об этом тебе говорит доктор, ты как будто 500 раз увереннее становишься, когда слышишь эти слова от него. И это придает прям невероятные эмоции, ощущения радости, которыми делюсь с вами. Хочу пожелать, чтобы вы тоже почувствовали эту радость, эти ощущения, эти эмоции, посещение к доктору, посещение в больницу, когда ты вот каждому моменту радуешься. И это посещение, конечно же, для нас очень долгожданное было. Мы готовились, стремились и хотели этих ощущений очень давно и очень долго ждали. Да, я понимаю, что многие люди тоже проходили через это препятствие, но когда ты проходишь самостоятельно вот это, ты ощущаешь все это совсем по-другому. И опять же повторяю, когда слышишь, что твоя жена, твой малыш, там все нормально с ними, это прям вау, такие салюты, радость. А так вообще, если честно, вот мы от УЗИ до УЗИ мы просто считаем дни. Ну, для нас это какое-то просто те люди, которым ребеночек дается намного легче, чем нас. Таких семей очень много, и слава богу, дай бог, чтобы всем вообще давался без проблем ребеночек. И много ребеночков. И много ребеночек, и чем больше, тем лучше. Главное, всем здоровеньких. Но сама суть моего сказанного в том, мы от души желаем Всем детей и всем побольше. деток здоровеньких. Ну а те семьи, которые тоже понимают суть, что такое долгожданный ребенок, которые долго старались, Ждали. молились и ждали, пока он появится у вас в животике, понимают, что такое для нас сейчас каждое УЗИ. Это, ну, просто пойти с ним навстречу, с этим малышиком, он-то здесь всегда, это все понятно, но ты же его можешь там увидеть, понимаете? Он такой уже там, ну, он реально на меня смотрел, я не знаю, там... На как меня смеется, на меня, именно на меня вот так смотрел, говорил: мамулька, мамулька. Мамулька, кстати, я хотел сейчас поговорить о том, что какую важную роль играет вот это частое посещение к врачу. Частое, регулярное посещение к врачу. Мы раз в 4 недели ходим к врачу, чтобы узнать, как Танюшка себя чувствует, как малыш себя чувствует. И каждый раз, поверьте, вот это посещение очень неповторимое, очень такое волнительное, потому что ты окончательно убеждаешься, что все хорошо. Ты, если за эти 4 недели там
исходя из каких-то ситуаций, какими-то сомнениями наполняешься, вот эти сомнения сразу вот так рассеиваются, и ты все понимаешь, все хорошо с ребенком, с Танюшкой и со мной тоже. Нервная система спокойна, и это очень радует, это очень, я считаю, что это очень важную роль играет. Регулярное посещение к врачу. Советую вам, чтобы вы тоже по возможности посещали врача во время беременности. Это очень важный момент. Точка. И, кстати, да, так как мы не умеем разговаривать на немецком языке, мы с ними общаемся, можно сказать, на полуанглийском, на полуязыке переводчика, и не всегда получается нормально взаимодействовать с ними. Каждый раз, когда мы заходим, они уже нас знают в лицо. Они понимают, что пришли вот эти иностранцы, мы тут иностранцы, если что, знаете. И, соответственно, да, с доктором я разговариваю на английском, он там хорошо разговаривает, мы понимаем друг друга, и с доктором нету проблем, но именно с остальным персоналом, люди, которые встречают, там, за рецепшеном сидят, там, берут кровь у Танюшки, это просто медсестры. Это, можно сказать, чуть-чуть провал, потому что они не так хорошо знают английский, и они хотят со мной, именно со мной контактироваться на немецком, так медленно какое-то слово говорят, как «Привет!» Я говорю, я не понимаю, давайте через переводчик. И они каждый раз вот это стараются с нами контактировать, что-то там объяснить, какую-то там же надо анкету подписать или там, не знаю, что-то расписать. Каждый раз это надо Каждый раз это какой-то заполнять. новый опыт общения с медицинским персоналом. Но они хорошие, они добрые, с ними приятно реально контактировать. Кстати, я недавно одну из медсестр увидел в магазине, она в очереди стояла там перед нами. У вас. А тогда она тоже здесь живет возле нас, да? Да. Ну, Нужно знать, где она живет, отследить и смотри мне сказать. Я знаю, где ты живешь. Брат знает, где ты живешь. Черный брат. Брат. Медсестрички у нас хорошие, веселые. Еще хочу рассказать ситуацию, как они немножко нас побаиваются. Чего боятся? Ну, помнишь, когда брали у меня кровь, еще прошлое УЗИ? Давай я тебе расскажу, как было. Танюшка меня попросила, если ее куда-то позовут, чтобы я в больнице во время посещения, чтобы я с ней сходил в отдельный кабинет. Они могут там взять кровь или там давление померить. Говорит, в любом случае сходи со мной, я не понимаю, что они говорят, чтобы хотя бы ты перевел. Я говорю, окей, без проблем. А в прошлый раз, когда мы ходили к ним, взяли у Танюшки кровь, но очень плохо взяли, она не могла попасть в вену и чуть-чуть Помучила меня. помучила грубо так. Танюшку, так скажем. И в этот раз я пошел с Танюшкой в этот отдельный кабинет, где должны были взять кровь. Я понимаю, что медсестра нервничает, может у нее это нехорошо получается, может у Танюшки там какие-то вены сверхъестественные, сверхтонкие или, не знаю, невидные, что не позволяют быстренько сделать эту процедуру. И я вижу, что она волнуется, и я не хочу вот эту... Грань нарушить, Да, грань так нарушить, смотреть, спрашивать, что у вас не получается или что-то такое. Давайте я возьму, типа, Да, давай по-братски, я сейчас покажу, как надо. А я умею, кстати. Ну ты... Ладно, дело не в этом, не обо мне. И я смотрю, она там разочек попробовала, у нее не получается, а я нервничаю, потому что это моя жена, я знаю, что это больно, и хочу как-то развеять. Она поворачивается ко мне и говорит, ой, сори. Я говорю, да ну что ты говоришь, сори, что мне сделать? Я говорю, все нормально. Я там отворачиваюсь, что-то как будто в телефоне делаю. Один глаз телефон, второй глаз на Танюшку. Вот так у меня такие глаза. Думаю, ну точно сейчас получится. И слава богу, там с Божьей помощью, не знаю, как сказать, что было правильно, она со второго раза попала в вену и взяла эту кровь. Ну и, соответственно, Танюшка говорит, что они нас побаиваются, потому что я за ней хожу и, так скажем, контролирую всю процедуру, чтобы вдруг там никто ничего не накосячил. Они так это воспринимают, а по сути она просто не понимает, что они говорят.
и хочет... Да, он мне просто как переводчик нужен, потому что я вообще не понимаю, что они от меня хотят. Вот в прошлый раз она мне, может быть, сказала, отпусти кулак. Вот сначала же, да, когда кровь берут, надо там зажать, покачать. Может, она сказала, может и нет. И она у меня тянула эти... Жгуты. Не жгуты, саму кровь тянула. Эти ампулы меняет там по грамму, а ей надо было там 3 или 4 ампулы этой 3-4 крови. литра. 8 литров. И целом? мне уже больно, я уже там сижу, краснею, не хочу ее сбить, потому что я вижу, что у нее и так ничего не получается. А потом она говорит, типа, распусти кулак. И все, я распустила, кровь пошла. Конечно, надо было его давным-давно уже распустить. Но персонал классный, нам, конечно, очень нравится. Да, нам, по правде сказать, повезло с больницей, с врачом, с всем медицинским персоналом. Они все хорошие, и я доволен ими полностью. Как доктор общается с нами, как они разговаривают, они хотят всю информацию в деталях нам передать. И это у них получается. Я реально им благодарен. И вот тут один момент, кстати, был, о котором Танюшка очень хочет поговорить с вами. Доктор сказал, когда уже только начинал там вот эту процедуру делать, он говорит, вы уже знаете, у вас ребенок мальчик или девочка? Мы говорим, нет, мы не хотим знать, не надо нам говорить. И он такой говорит, каждый раз, когда будете приходить ко мне, обязательно напомните мне, чтобы я вам не сказал. Например, поздравляю, у вас мальчик или девочка. И после вот того, как мы вышли из больницы и дошли до дома, Танюшка все время говорит, я уже хочу знать, мальчик или девочка, я уже хочу знать, мальчик или девочка. И, соответственно, вопрос у Танюшки к вам. Я хочу немножечко с вами повзаимодействовать. Я хочу, чтобы вы, как опытные люди, как люди, которые, может быть, как-то интуитивно чувствуют, потому что пару человек уже писали нам в комментах, кто-то утверждает, что будет мальчик, кто-то утверждает, что будет девочка. Я, честно говоря, вообще не знаю, я не читаю никакую информацию, как там, типа, по животу вычисляют, или по внешнему виду, или что, я не знаю этого всего. Пока что мы настроились, что мы хотим, чтобы это было для нас сюрприз. Мы в любом случае ждем этого нашего чудика или чудисечку, маленькую девочку или мальчика, нам без разницы. Но интересно ваше мнение, пожалуйста, поделитесь, кто что-то там видит, это девочка или мальчик. Напишите, почему, напишите, как я изменилась, потому что, внешне, вроде как, мне кажется, что я изменилась. Кто-то говорит, нет, все то же самое, это все выдумки, не сочиняй, там, придуманное, там, женским беременным мозгом, можно так сказать. Хочу узнать от вас всякие версии, мальчик у нас или девочка. Я лично хочу сказать, что я полсрока чувствовала, что там мальчик, сейчас я чувствую, что там девочка. С чем это связано, я вообще никак не могу объяснить. Вот Акоп свидетель, я ходила, думала, мальчик, малыш, там, даже я уже говорила, какие-то там мужские имена давай смотреть, придумывать там что-то. А потом какой-то день, или точнее какое-то утро я проснулась и говорю, я думаю, там девочка. Я не знаю, может это какое-то влияние... Небес. Но я тоже думаю, что там мальчик или девочка. Да ты что? Но вопрос сейчас в том, что мы хотели же обсудить... Спросить у зрителей, как вы думаете, стоит ли нам узнать пол ребенка или до конца придерживаться нашему плану, что мы до конца не будем знать пол, потом в конце, когда он родится или она родится, мы узнаем, мальчик или это или девочка. Как поступить, чтобы было правильно? В целях, я понимаю, что в целях правильных действий лучше знать, это мальчик или девочка, потому что сейчас мы в таком мире живем, что мальчику там нужны определенные там вещи, девочке нужны определенные вещи, определенного цвета, определенного там размера, цвет и все остальное. Поэтому лучше знать, мальчик или девочка. Но тут, понимаете, не так уж и это важно, по сути, если взять. Конечно. Это такие мелочи, которые можно решить именно в этот момент, в этот день. Ты там хочешь
купить какую-то там одежду, это не обязательно, чтобы ты заранее купил там 1000 миллион штук. Это удовольствие, конечно же, когда ты ходишь и покупаешь. Но это... Ну, этот цвет не имеет никакого Да, там мы особо можем такого там какой-то решающего. нейтральный цвет выбрать, и Да, все будет да, окей. да. Мы и так и планируем, по сути. Но хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы считаете, как бы вы поступили? Вы бы узнали, мальчик там или девочка? Или вы бы ждали до последнего, пока не родится ребенок? И есть ли вообще кто-то из наших зрителей, кто поступил таким образом, о котором мы сейчас говорим, не узнал до конца беременности пол ребенка и родился маленький чудик у них, и только тогда они узнали? Если есть, напишите, расскажите это о себе и расскажите, какие это эмоции, когда тебе вот этот вот сюрприз с небес просто приносят уже, и ты только тогда узнаешь. Поделитесь тоже, это тоже очень Это интересно. мне мои друзья говорили всегда, что это непередаваемое ощущение, пока ты его не возьмешь в руки в этот момент, ты не поймешь, что такое быть отцом. Отец. Расскажи, пожалуйста, подожди, еще хочу сказать, ты вообще как думаешь, что ты чувствуешь? Кто у нас тут сейчас? Я чувствую, что там трое. Хоть и врач говорит, что там один. Ой, а какая вообще своя мечта? Я чувствую, что там трое. Я всегда хотел для себя, как я уже говорил в прошлых наших выпусках, я хотел всегда себе брата родного или сестру. Поэтому, исходя из этих мыслей, я сейчас хочу, чтобы там было двое или лучше трое сразу. Но доктор сказал, что там один ребенок. Но ничего страшного. Я поэтому не расстраиваюсь. Да это у нас и так счастье. Еще, ребята, мы вышли от врача, это такой прикол, а коп говорит, ты видела там точно один? Я говорю, я видела один. Он говорит, а может быть такое, что как-то там друг за дружкой и не видно, спрятались, тут или доктор не видно, не увидел. или доктор не увидел как-то. Ну может же такое быть? Может идет и меня убеждает, что там не один малыш, а может быть там два. Я говорю, ну пусть так будет. Может быть, и есть такие случаи, что люди там, я не знаю, через какое-то время узнали. Ну, Я не информирован. Я не следил за этой информацией. Хочу посоветовать будущим мамам, будущим папам, чтобы вы не боялись этой процедуры УЗИ, об этом говорю. Чтобы вы смело ходили на эту процедуру, никаких там страшных действий нету, никаких болезненных процедур нету. Вы просто узнаете, что с вашим ребенком, услышите его сердцебиение и почувствуйте вот эти моменты счастья. Так что обязательно сходите на эту процедуру и кайфуйте. а сердцебиение, друзья, А сердцебиение это совсем отдельно. Вы уже это услышали. Вообще, это непередаваемое что-то. Это как будто бы, я не знаю, что ты ощущаешь какой-то адреналин, какое-то такое счастье в себе, когда тебе вот это включили. И я такая просто вот так меня аж передергивает. И я такая, боже, ты там такое творишь? Танюша, если честно, не знала, я был наслышан, что у детей очень быстро бьется сердце. Танюша, если честно, была изначально чуть-чуть испугана. А почему так быстро сердце бьется? Я вообще что такое? не поняла сначала. Когда нам включили, я говорю, а что это? Почему такой шум? Что это ему там так шумно? Что происходит? А коп говорит, Зая, это сердцебиение. Я говорю, как так быстро? Это какой-то там молния, пулемет был. Что такое? Он говорит, это так у деток бьется. А я даже и не знала, представьте. Ну, вот так, все хорошо. Знаете, тоже у детей очень быстро бьется сердце. Не знаю, сколько ударов в минуту, но я точно знаю, что сердце бьется у детей гораздо быстрее, чем у взрослых людей. Так что не бойтесь этого. Если уж услышите сердцебиение вот такое, туф-туф-туф-туф-туф, это нормальное явление. Это так прекрасно. Он малюсик там. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу, друзья. Мы хотели, чтобы вы услышали наши... Не так. Вот так хочу. Мы хотели поделиться с вами нашими эмоциями после посещения в больницу, после того, как мы увидели опять же нашего ребенка в очередной раз, обрадовались. Это непередаваемо. Отправляем вам энергетику нашу, если у вас нету детей, если вы мечтаете о детей, чтобы у вас все получилось.
И у вас получится. Верьте, не расстраивайтесь, не разочаровывайтесь и идите до конца. И поверьте, у вас все получится. У нас получилось, мы нашу энергетику передаем вам, и у вас тоже получится. Спасибо, друзья, что вы Ура! посмотрели. Спасибо за лайк, за комментарий, за подписку. Увидимся на следующих эфирах. Пока! Пока-пока!